Всем привет! Мы продолжаем видеоролики под названием «Дальнобойщики», где я вам показываю различные сидельные тягачи. И в этом видео я подобрал 5 евротраков от разных брендов. Мы посмотрим, как модели отличаются друг от друга в плане дизайна и по уровню проработки. И здесь представлена продукция XO Models, Eligor и старый Mini-Champs, давно снятый с производства. Вы в комментариях можете написать, какой из продемонстрированных мною грузовиков вам понравился больше всего. И самая первая модель, с которой мы начнем, это MAN TGX от XO Models. Это относительно свежая новинка, она в синем цвете, уже тоже снята с производства, хотя такой MAN у XO предлагается и в других вариантах окраски. У грузовика очень насыщенный синий цвет, металлик. Модель довольно тяжелая, потому что у нее металлическая кабина и металлическая рама. Навесные детали сделаны из пластика. Передний мост здесь не поворотный. Есть крепежные отверстия, которые портят вид нижней части автомобиля. Но не стоит забывать, что это относительно недорогой ценовой сегмент, и XO больше приближен к журнальной серии. Возможно, такой грузовик также выходил и в журнальных сериях в Европе. Я особо их не отслеживаю, поэтому не могу сказать, в каком варианте он мог быть в различных журнальных сериях. Окрашен интерьер кабины одним цветом, но тем не менее тоже довольно хорошее решение. При желании вы можете разобрать кабину, окрасить задние стенки изнутри, также добавить различные декоративные элементы. Можно добавить регистрационный номерной знак. На кабине присутствуют хромированные дуги, также дополнительная осветительная техника. Есть визор над лобовым стеклом. Седло у этого автомобиля функционально. И вполне хорошо сделаны задние фонари. Можно поставить харьковскую резину, но тогда вам нужно будет также менять колесные диски, потому что здесь диаметр колеса больше, чем посадочное отверстие на покрышках от Maestro Models. Вот такой грузовичок. Давайте покажу вам вторую модель. Это Iveco Stralis. Недавно показывал ее в одном из видеообзоров. Не самая удачная модель у Eligor, на мой взгляд. Грузовик окрашен в черный цвет. Немножко тонировано остекление. Также окрашен интерьер кабины. Правда, все сложно рассмотреть из-за того, что внутренности здесь тоже черного цвета. И сиденья не особо выделяются на фоне задней стенки кабины. Здесь подъемная кабина, в отличие от модели XO Models. Вполне хорошо проработан моторный отсек. Присутствуют перекидки. Также хорошо сделана осветительная техника. Добавили противоподкатные башмачки. Окрасили ресивер серебристой краской. Присутствует запасное колесо. Написан производитель Eligor. И то, что мне нравится на этих моделях, это отсутствие крепежных элементов, которые разрезают карданный вал и коробку передач. Могу вам показать для сравнения модель от XO Models. Но MAN по дизайну более симпатичный, опять же, на мой взгляд. Можете в комментариях написать, какой грузовик по дизайну вам больше нравится. Здесь опять же проблема с покрышками от Maestro Models в том, что диаметр диска меньше, чем посадочное отверстие на харьковской резине. Уже примерял сюда покрышки, но в итоге отмыл данную резину от следов пенопласта и решил оставить грузовик в стоке. Вот такой грузовичок, тоже вполне нормальная модель, чтобы разнообразить вашу коллекцию евротраков. И давайте посмотрим на следующий грузовик от Eligor. Это DAF XF. На мой взгляд, одна из лучших моделей у Eligor на сегодняшний день.
тоже подъемная кабина, отлично проработано подкапотное пространство. Имеются перекидки, также рабочее седло. Отлично смотрятся задние фонари. Тоже установили противоподкатные башмаки. Они немножко другие по дизайну, чем у предыдущего грузовика. Так выглядит передняя часть. И здесь кабина на защелках. Окрашен интерьер. На дверках есть наименование транспортной компании во Франции. И у этого грузовика есть полуприцеп для перевозки сыпучих грузов. Я тоже его демонстрировал в старых видеообзорах. На крышу добавили мигалки, также присутствуют клаксоны. У этой модели уже установлены зеркала заднего вида. И отлично проработана нижняя часть. Следующий грузовик у нас от производителя Mini-Champs. Это легендарная Scania, давно снятая с производства. Несмотря на все огрехи, на мой взгляд, это лучшая Scania на сегодняшний день в 43-м масштабе. Откидывается кабина. Отлично проработан моторный отсек. Тоже установили перекидки, есть дополнительный прожектор на нижней части кабины. Очень красиво смотрятся обтекатели, реалистично сделаны крепления, рабочее седло. Хорошо сделали задние фонари, немножко другие по дизайну противоподкатные башмачки, и также их расположили в немножко другом месте. Так выглядит нижняя часть. У запаски не совсем реалистичный кронштейн, но опять же, так как модель стоит на полке, это не сильно бросается в глаза. Сверху он смотрится очень реалистично. Окрашен интерьер. Опущены окошки, чтобы лучше рассмотреть, что находится внутри автомобиля. И вот так выглядит передняя часть. И основная проблема у этой Scania — это осветительная техника. Фары немножко уже, чем должны быть на настоящем грузовике. Но опять же, это не сильно бросается в глаза. И еще раз повторюсь, на мой взгляд, это лучшая Scania в 43-м масштабе на сегодняшний день. У меня есть еще одна Scania от Eligor, и она мне нравится меньше, чем вот этот грузовой автомобиль. И последний грузовичок — это MAN от Mini-Champs. Тоже довольно симпатичная масштабная модель в серебристом цвете. У Mini-Champs такой MAN предлагался и в других схемах окраски. И у этого грузовика не откидывается кабина. Отлично проработаны покрышки, колесные диски, задние фонари, тоже рабочее седло. Башмачки здесь закрепили над запасным колесом. Так выглядит нижняя часть. Отсутствуют крепежные элементы. Это добавляет более реалистичный вид нижней части грузового автомобиля. Опять же, запаска по типу, как на Scania от Mini-Champs, просто на винтике закрепили запасное колесо. И могу показать, как грузовики будут смотреться с полуприцепом. Сегодня мы рассмотрим шторку от Eligor. Наиболее часто встречающийся вариант на дорогах общего пользования. И получается очень красивый автопоезд. И с этим полуприцепом можно сцепить также Scania от Mini-Champs. Хотя эта Scania у меня в наборе с полуприцепом в цвет кабины грузовика. Я тоже давно вам показывал этот автопоезд. Но с белым полуприцепом Scania тоже смотрится очень симпатично.
Давайте покажу вам, как с этим полуприцепом будет выглядеть DAF. Тоже получается вполне симпатичный автопоезд. Правда, здесь логотипы дорожной службы, и, конечно, полуприцеп не подходит по стилистике к этому грузовику. Могу вам показать, как с этим полуприцепом будет смотреться Iveco. Тоже получается вполне симпатичный автопоезд. И как раз этот полуприцеп у меня под данный грузовик приобретен в коллекцию. И последний сидельный тягач — это MAN от XO Models. Тоже получается очень симпатичный автопоезд. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о различных евротраках от XO Models или Gor и Mini Champs. Какой грузовик вам понравился больше всего? Какие модели есть в ваших коллекциях? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. Пока-пока.